Привет, дачники! Наконец-то шкаф. Шкаф для инструментов. Ну, на самом деле не только для инструментов, для миллиона всяких различных вещей, которые необходимы для дома и сада. Делала я его долго, с перерывами на поездки и другие дела. То, что я делаю, это не руководство по всем правилам. Я лишь показываю, что и как делаю я. Вы можете что-то взять от меня и сделать что-то свое. Я очень счастлива, что я вас вдохновляю. Это одно из самых лучших наград для меня. Спасибо. Наблюдайте за процессом. Приятного просмотра. Нам понадобятся мебельные щиты. Чаще всего на них вот такая вот волосня. Краешки надо зашкурить. Собираю каркас. Перед окончательным закреплением основы расстояние между противоположными углами должен быть одинаковый, чтобы у нас получился ровный прямоугольник, а не параллелепипед. Собираю дальше шкаф, делю на отделы, отмечаю нужную ширину отделов и закрепляю стеночки. Сзади на высоту нижней полки закрепляю фанеру. Это укрепит мой шкаф. Еще такая же будет наверху. По всей высоте мне она не нужна. Прикручены планочки, от которых выше будут ящики. Далее я здесь просто приложила направляющую с учетом того, чтобы нижний край ящика был на расстоянии сантиметра от этой перекладины. Вот, и потом я вешаю так, чтобы вот эта вот у меня полосочка была посередине всех дырочек. Без задней стенки удобно подлазить. По итогам первого ряда у меня получилось расстояние от нижнего края, здесь 49,5, 68 от нижнего края, 86, 86, 100 и 114 нижнего края. А потом пошел процесс нарезания из фанеры деталей для ящиков. У меня их 15 штук. Ох, утомительно это было, я вам скажу. Но возможно, вполне все возможно. Работать только лобзиком. Все детали для ящиков готовы. Начнем сборку. Со всех сторон посерединке я закручиваю по саморезику, чтобы просто его собрать, а потом выравниваю и закрепляю как следует еще по 2 штуки на сторону. А теперь прикрутим направляющие к ящику. Я закрепила уголки. Ух ты, ё-моё, апокалипсис. Вот все приехали на дачи, и нам, садовому товариществу, перестал моргать, не хватает напряжения, поэтому у меня именно диодные светильники с ума сходят. Мазану белой красочкой, закреплю заднюю стенку сверху и буду собирать. Ну вот все, я вас уволю от подробностей покраски, ничего интересного в этом нет.
Покрасила в белый, повесила стеночку сзади, вот посмотрите, вот она. Порезала нужного размера полочки и вставила их. Возможно, эти полочки в течение эксплуатации будут меняться, например, по 2 сделаю. И вот они все, ящички на месте. Здесь уже что-то валяется. Так, сейчас будем делать фасадики. Скажу честно, фасады у меня не получилось бы порезать ровно лобзиком, даже по направляющей. Поэтому я сделала это дисковой пилой. Вот так пока получается мой первый рядик. Высота между ними получилась 4 мм. Я подкладываю кусочек вот этой фанерки толщиной 4 мм. Закрутила с той стороны на один саморезик, чтобы всегда можно было подровнять, если что. И потом уже, когда все фасадики доделаю, скручу как следует. Фасады готовы, скреплены. Скрепила я их на 2 саморезика по 2 сторонам. Но здесь в любом случае будет ручка, поэтому серединка скрепится тоже. У Икеи есть всякие удобные пластмасски для делания дырочек. Наверное, у Леруа тоже. А у меня своя приспособа в виде бумажки. Серединку отметила. И 2 дырочки. Надо аккуратненько, незаметненько отметить половинку. Приложить к отмеченной половинке эту линию. Выровнять по краям. И отметить наши будущие дырочки. Готов мой шкаф для инструментов. Вообще, по первой задумке, здесь должны были быть дверки. Но потом я подумала, что они мне нафиг не нужны. Я хочу, чтобы здесь было все на виду. Сейчас я его немножечко заполню. Надо подумать. Так получилось, что мне поставить сюда больше нечего. Оказалось, у меня столько хлама. Класс, сколько места. Моя любимая коробочка будет, наверное, лежать здесь, чтобы я всегда имела к нему доступ. Тут вот такие вот отделения, которые вынимаются, носятся с собой. Их можно переставлять как захочется. Кстати, я купила для шлифмашинки вот такой вот ящичек для Leroy Merlin. Потому что ее коробочка, во-первых, она вся уже разорвалась. И в коробочках она вот сверху вот так открывается и все вываливается из нее. Это нифига неудобно. Теперь она лежит вот в такой коробочке, купленной Leroy Merlin. Лежит себе с кучей насадочек. Пока пусть будет здесь. У лобзика нету своего коронного, законного, царского места. Хочется тоже найти для нее какую-нибудь удобную коробочку. Потому что вот это вот, хранить электроинструменты в их родных коробочках, наверное, все так делают. Но она вся уже такая пошарпанная и склеенная скотчем, чтобы не взорвалась дальше. Что-нибудь придумаю. Возможно, понадобится в будущем какие-нибудь разделения вот здесь, чтобы было максимально удобно. Здесь у меня давно обосновалась дисковая пила и чемоданчик
моего шуруповертика. Сила джедая приходит с опытом. Я, честно говоря, пока не понимаю, что раскладывать в эти остальные ящики. Но в большом семействе пусто места не бывает. Пока, дачники, спасибо за просмотр. Очень надеюсь на ваши лайки. Обязательно сделайте репост в свою социальную сетку. Это лучшая награда для меня. Комментируйте, пишите мне что-нибудь приятное. Ну или критика по существу.